Знаем. Пятаки на глаза умершему человеку кладут сразу, как человек умер, как надолго и куда их девать потом. Дело в том, что в древние времена ложили пятаки на глаза умерших перед сжиганием, перед костром, ритуальным костром. И эти пятаки как бы вместе с этим всем пеплом сжигались и пропадали. Потом эта традиция перешло, точнее начали объяснять таким образом, что дело в том, что глаза не закрываются, мол, поэтому ложим пятаки. Эти пятаки снимаются, эти пятаки должны оставаться на перекрестке. Если кремируют человека, ну, естественно, в эту печь пятаки не положат. Но в древние времена, когда людей придавали огню, это все сгорало вместе, перемешивалось и как бы отправлялось, либо этот пепел собирали, либо это место сгорания оставляли. Ничего страшного, Катя. Каждый человек до чего-то должен дорасти. Если бы вы не были на тех каналах, вы бы не поняли значимость, может быть, моих работ. Так вот, сейчас эти пятаки ложат, даже не зная почему, просто так положено, символически, и вот ложат пятаки на глаза человеку. Это плата паромщику за то, что он переносит человека на ту сторону реки Стикс. Это по греческой мифологии, хотя такое поверье существует у многих народов, закавказских народов в том числе. Говорили, что те, которые приходят без пятаков, они ждут на берегу Стикса, они не упокоены. Он перевозит только упокоенные души. Объясню, в чем значение этого всего, потому что многие спрашивают, вот, а вот мы не ложили пятаки, а как теперь быть и так далее. Дорогие друзья, не надо все воспринимать дословно и прям слово в слово. В древние времена провожали в путь, последний путь человека, близкие, родные люди. Понимаете? И они отдавали паромщику дань. То есть он считался упокоенным, потому что он заслужил достойную смерть, достойные похороны. Считал, что человек, который заслуживает достойные похороны, его и перевозят. Тот человек, который где-то погиб, пропал и не знает родные и близкие, где он находится, он не находит покоя, пока его родные и близкие не дадут ему дань, ну, например, не отомстят за него, если его убили, не найдут виновных. Пока его земные дела в этом мире не завершатся, его не перевезет паромщик. Понимаете, то есть эти пятаки символически говорят о том, что человек кому-то был нужен в этом мире, что кто-то о нем переживал, думал, значит, он хоть чем-то заслужил достойные похороны, и поэтому заслужил право быть перевезенным на ту сторону Стикса и найти покой. Вот о чем речь. Те люди, которые об этом не знали, не надо сокрушаться, переживать, что теперь ваши родные, близкие там на том свете, то есть будут в каком-то плохом положении. Нет, конечно. Вы же их похоронили, вы поставили им памятник, вы сделали им ограду, у них есть могила, у них есть место. Вы эту могилу там за ним ухаживали, красили, цветы носили. По крайней мере, в ближайшие годы вы это делали. То есть вы отдали ему дань, вы его по-человечески похоронили, он же не где-нибудь под номером лежит. Его имя есть, его место есть, его память есть, все. Это значит, у него упокоенная душа, потому что его как бы символически ему дали эти два пятака, понимаете? Вы сделали все для того, чтобы он был по-человечески захоронен. И вам переживать не о чем. Это скажем так, архаическая, древняя традиция была. Эта традиция сейчас не обязательно надо соблюдать. Это не обязательно. Хотя кто хочет, может это делать. Но те люди, которые ушли без этого пятака, не надо ничего ему обратно туда отправлять или тем более хоронить деньги в могилах. Такие вещи нельзя делать, потому что вы обрекаете себя на безденежье. Вот этой ерундой не занимайтесь. Пятаки означают
символически, что кто-то его провожал, кто-то его чествовал, кто-то его по-человечески похоронил, а значит, он достоин покоя. Понимаете, в чем дело? А если человек был убийцей, если человек был насильником, его расстреляли и тело не дали родным, его похоронили под каким-то номером, никто его не провожал последний путь, никто ему ограду не поставил, никто ему памятник не ставил, значит, его душа будет бродить, об этом мы потом поговорим, какое он получит наказание. Доброй ночи. Но вот пятаки – это дань. Это дань, это последняя дань, это как бы долг, который вы отдаете человеку, последний путь провожая его. Вот это и есть все. Вы эти пятаки посчитайте вот эту традицию, по которым вы хороните его. То есть вы соблюдаете все, что положено. В какой-то стране саван, вы саван заказываете, где-то гроб должен быть, вы гроб заказываете. Где-то сжигают человека, развеяли по ветру или в воде отдали, вы это делаете. Где-то кремирует, в стену мурует, вот замуровывает эту вот пепел, да, оставшийся, то есть прах. Вы так сделали. То есть вы соблюдаете обычаи похорон. Вы отправляете человека как положено, значит, считайте, что вы этот пятак ему отдали, эти пятаки. То есть он ушел достойно, захоронен достойно, значит, он найдет покой. Вот и все. И поэтому об этом переживать это, конечно, глупо. Мы же не будем сейчас мертвецов поднимать и ложить им на глаза пятаки. Дальше пойдемте. А те, которые положили пятаки, те, которые соблюдают эту традицию, эти пятаки потом остаются на перекрестке, не на кладбище. Потом просто эти пятаки киньте на перекресток, а лучше отдайте ведьме, мне отправьте. Потому что этими пятаками можно провести ритуал и видеть то, что видят мертвые. У меня есть пятаки, несколько лежат от глаз мертвого. Ну, вам, конечно, такие вещи дом держать не рекомендую. Во-первых, это для вас страшно. Есть архетип, например, понимаете, черепа, там части животных, пятаки от мертвых, их волосы. Это все вызывает ужас, страх и некое такое отторжение. Это нормально. Для нормального человека это нормально. Но ваша психика и моя – это две различные вещи. Поэтому, если у вас есть такие пятаки, вы боитесь, не знаете, куда девать. Как говорится, милости просим. Мы все примем.